60 человек упало. Мы упали все на крышу и не нашли ганов. Рифма куда-то уходит, не могу ее увидеть. Что ты хочешь от меня? Я фристайлю. Чики-пуки. Всем привет. Я Нуми. А я думал, ты на уме. Сегодня у нас среда. А это значит, что начинается третья неделя. Сегодня первый игровой день. То есть мы сегодня играем, это значит, а завтра пропускаем. Это не очень приятно на самом деле, поэтому что есть, то есть. Я просто думал, лучше «е» с ударением или «е» с сердечком. Оцените, пожалуйста, потом во влоге. Напишите в комментариях, что лучше. Новую неделю мы заходим на позитивное движение. Энергии вот у нас сегодня мало. Жарко просто, жара 30 градусов на улице из-за этого. Вы выйдите. Подписчики, делайте нам edit. И девчата. Давайте, мейджор! Снулись, и теперь пока видно, что Натус и Винсер размениваются, с ними довольно неплохо. Нави все еще живут, Наоми и Кицуни остаются вдвоем в живых против Панчера и Акзер. Это 2 на 2 Наоми. Ну, очень быстрый ревайв, как обычно, от Team Spirit. Судя по всему, ждет Акзер, когда соперник ближе подойдет. Там уже Панчера разгружают с помощью хаешек. По Акзеру просто нету нихуя. И он реально может выскочить и вынести, ну, 2 игроков минимум. Тремя элимами отправляется в следующую каточку. Панчер, в свою очередь, продолжает держаться, бьется до Талова, но эту битву он проигрывает. Пикниязу, эффектик килл этот лутает. Либо они сейчас взлетят на этой неделе снова и вернутся уже в свой лад. Либо это все, команда пропащая будет, но я думаю, что скорее первый сценарий. Там тем временем идет жесткий размен. Кицуня забирает Киса, но ответочку получает ног тоже у эффекта. Эффект соло остается, эффекта серьезно неприятность. Его обходит РСБ уже со всех сторон. Окси остается 1 в 1 против эффекта. Пол хп. Эффект, пол хп, надо с ДПСа забирать. Надо с ДПСа забирать этот килл, и он его делает. И Team Spirit выживают. Надо резать Наоми Чай. И тут уже Айвен и Рекс забегают. По-моему, слишком импульсивно вы как будто бы, наверное. А мы слышим, что хаешки, и я такой говорю, типа, гол больше зоны Бать, займем. там флешка залетела, блядь. На 5 секунд был флеш. Я думаю, ошибка была, что мы что-то пошли агрить. Надо было потерпеть. Там уже не было файтов и никуда не успели. Там ситуация такая, что типа, кто форсит файт, тот, скорее всего, проигрывает. Но проблема в том, что если мы остаемся внизу, у нас над нами Просто слева стоят НРы, справа рейки, и мы внизу просто бутерим. Надо просто, знаете что, когда мы так идем, просто префать все позиции. То есть ты идешь и просто стреляешь. А я траву препал, меня справа сбили. Ну, типа, Сколько мы киллов забрали? 10. 10? Хороший атак. Хороший кат. Team Spirit пойдут с боем на RCB. Очень здесь прям, знаешь, с нуля такая атака созданная. Выбора нет. У тебя Симка сейчас будет поджимать, 5-й стейдж. Они еще видят из 2G, по ним ведут огонь сразу несколько команд в этой связи. У Team Spirit перспектив не очень много и принимают решение они въехать в RCB. Въехать в RCB будут. Кицуни заходит, ДПС в руках, там греется уже хаешка, хаешечка греется, которая может решить события. Жестко, слишком по локси, удар пошел, эффект ногу, правда, ответочку сразу. Очень сильный урон по RCB идет, этого не хватает пока что. Там Вайлд выбегает наружу уже для того, чтобы добить своего соперника из Team Spirit. Кицуни шанс! Нет, Кицуни забирает. В итоге остается только один игрок у Team Spirit. Хватит ли сил сейчас на Омичу, чтобы перебить соперников из RCB? RCB, там какой-то урон по Кису дал, кстати, хаешечку дал блестящую. Просто Вайлда и Локси. Наоми. Взрывов нет, живет эффект. Наоми -2 прошил. S2G очень сильно мешают. Но Наоми свою миссию выполнял. Он контролил Киса Сайлоса. В итоге урон был, но ноков не было. Team Spirit элиминируется. На экструе сольник валялся, убил ФФов, убил Бешикташей. Ну, короче, Зивуль дохуя поинтов набрал. В целом, смотрите, ну, у вас нормальный сильный край. Типа, если прокает север, то все заебись. Прокает вниз, все заебись. Еще, в принципе, неплохая идея была. Я видел по ротации, вы хотели в футов сыграть, закрутить вниз под злого. Это в целом неплохо, но типа файт там должен быть такой. То есть, типа, нужно будет стопать, сбивать колеса, выбивать типов и так далее. Потому что футы были единственной командой на том краю. Но, опять же, особо сильно бы навряд ли бы это вас продвинуло, потому что потом сверху вниз все равно спускаться. Про ожидания не хочется загадывать, все-таки 3-я неделя. Видно, что некоторые команды уже потихонечку начинают играть не в полную силу, какие-то там перекрывашки устраивать и так далее. Но в целом мы на это как-то не реагируем, мы играем свою игру, свои там ротации оттачиваем и так далее. В целом
Станок был хороший, рангель, ну, тоже неплохой, на самом деле. Во всяком случае, по тому, как мы двигались по карте, в целом все было окей. И единственное, что, ну, вот пушки, импа, это всегда дело такое, что ты можешь сыграть хорошо, тебе может где-то в моменте не повезти, либо у чела будет ДБС, он просто 2 нока дает стартовых, и все. Короче, в целом нормально. Темп хороший, двигаемся хорошо. Файтиться, в принципе, тоже не боимся. Нави наказали. Вот можно было 2 Нави на ангаре убить, но мы, скорее всего, не понимали, что это Нави, и, возможно, думали, что это какой-то сплит. Вот, поэтому работаем. Team Spirit тем временем заходит на DA. Активная атака по Digital Athletics, такой довольно персональный конкурент наживать себе. Spirit Наумич. Наумич в упор там заходит неплохо очень. Игрок команды DA Екта и вообще немножко здесь получился сумбур. Но DA в итоге отлетает за счет гранаты, который перед смертью выкинул соперник. Хотите получать столько же удовольствия от игр Team Spirit, как эффект от игры на рояле? Тогда переходите по ссылке в описании и получайте бонус от наших партнеров. Сейчас с Блеймосом сидим, видим круг, типа такие, о, опять типа типа верхний прок, типа давно не было. Я такой говорю, бля, я помню зону, которая нахуй на руинах закончилась. И я вот этот прок левый вижу, я Сегодня такой... ты на разборе. Руин не было. Северного не было. И... Не, ну это, кстати, знаете, это же может еще в другую сторону работать, что можно видеть, что какие-то новые зоны в теории могут появиться. Некструя это вот, ну, то есть челы сидят в елках, перед ними 2 фута в пушках, слева вы стоите, да? Они вас не сетапят, правых не сетапят. И они нас сетапили, когда мы в граунде лежали. Там Да, один но- агрил, второй на тачке, что-то в угол Но, брал. короче, фишка в том, что потом, когда им надо было просто пойти убить футов, они остались на месте, получили 3 нока и с божьей просто помощью заработали 10 поинтов за эту игру. Просто я с хаешкой, едет РБшка, и я хочу в РБшку кинуть, и она просто сворачивает на эффекты. Прям. Бля, ну если мы в А том они моменте не умерли, поняли это, и поэтому тебя не агрили. Возможно. Когда у нас 2 нока было, нас ресовал Что за катка? первая, блядь. Тих задоджил эту атаку Фурии. В ответ навалил по нему. Фурия дает круг за кругом. Нельзя сейчас спешить уже медведям. Дали -3, можно поаккуратнее, да? Сыграть. Псих соло вряд ли что-то уже придумает. Грант летят и почти убивают его, но псих все еще держится. Team Spirit внезапно на 6-й строчке 8 миллимов вылетает. Мне показалось слишком импульсивно вы прям в паверов полетели, как будто бы. То есть там такая ситуация, что дерутся 2 Мы уже пачки. обсудили, что слишком быстро это было. Вообще, так, знаете, геймплей выглядел такой, что как будто бы никто не хочет рисковать, краша центральные позиции. То есть, да, то есть все, кто мог забрать позиции, забрали, но потом видно, что команды просто очкуют там поехать кого-то перепушить. Ставь лайк, если тоже надоела аналитика, еще бы мемы посмотрел. Все, давайте, аккуратнее с нашими проками. В тачку сели всей толпой. Team Spirit очень своевременно гранаты под машину забросили. И полетели Twisted Minds по пути, покушали Шторма. Ой, ребята, какая здесь заруба. Они все еще живут. Наоми, нужно прицел справа открывать. 3 легких ПТСика для Team Spirit. Просто потому что грамотно они поджались. Ушли с города, ушли от зоны и вышли на киллы. Халявные ребята, отличный мув. Дами в лицо Хае прилетает на 4-й ПТСик есть. И все шансы зафармить еще и Джефара. Джефара уже минуснули. Соло, Нева, Элон. Ну вот ты и Элон, мой друг. Нева, Элон. Ну вот ты и Элон. И Мирамары неплохо разыгрывает Наоми, но граната страховочная залетает точно в цель. 6 киллов на ровном месте Team Spirit браво. Разрезаться. Статус-кво, все это вывести дело. Лорд стреляет по Наоми, сразу же удар по Team Spirit идет с нескольких сторон. Но вроде Team Spirit пока отбивается, ситуация стабилизируется. Нигма Galaxy слишком сильно рискует, пытаясь пикаться против Gaming Gladiators, потому что Нигма Galaxy прижимают огонь на подавление довольно сильно, дымы их спасают, но этот, опять же, огонь на поражение от Team Spirit в итоге привел к дополнительным киллам. Ну, Team Spirit тачка есть, могут резко спуститься, что и делают. На GG налет идет, и здесь падают ребята. Мати контроль пошел, -2 уже по ТС. Остается только Серега, и Серегу принимают. Я бы сказал, что карта такая, карта совпадений. Ротация
Ну, ротация, есть к ней вопросы. Мы не можем играть вперед, потому что нет игры нормальной, да? И зона, если уходит дальше вверх, мы умираем. И то же самое, если мы перекручиваем вверх, а зона уходит вниз, у нас тоже игра как будто бы заканчивается. Выход в гору, да? То есть не сказать, что как будто бы плей на топ-1, но он очень много поинтов принес. Поэтому я вот, типа, знаешь, вот не могу сказать, ошибка это или нет. Там было непонятно, куда зона ведет еще. Да, и другой плей был только... Если бы зона чуть ближе к горе, мы бы выиграли. А я так понимаю, Зона ближе. у вас тачки вообще пизда были, да? Вы до ВП никак не доехали, если вы кажете. Доехали. Полетел уже. У нас только Нет, было вот баги и доехали. это. Я говорю, направо поехали. Вот если бы твисты не поехали бы на горку, зачем-то, просто заехали бы в гору, ебать сложно было бы. То есть надо было, возможно, забирать дальнюю линию и просто весь этот город просто перепушить. Либо ждать момента, чтобы сыграть налево. Мы так и сделали. Все, давайте, парни. Ластовую дожимаем. Тоже много наиграл, но как-то прям отошел от него с выхода Мирамара. Лорда забирает тем временем Наомич. Наоми. Много хп теряет. Купс здесь. Внизу плашечка, готовится тоже. Все эти команды к этому Туричу хотят туда пройти, пробиться. Кубс расстреливает с дистанции, эффект, но он долетает. Enigma Galaxy здесь проигрывают стратегическую битву команде Team Spirit. Лайны замесов были, как по мне, вообще еще хуже все случилось. Тут Наоми в драке с JK. Наомика выстегнули быстренько. Такой расстрелочный день был. Больше на килах двигались, там тут, там 40 с плюсом килов набили. По плейсменту вообще там только на Сунуке дошли до лейта. В общем, завтра выходной. Будем отдыхать, смотреть демки, чилить. Послезавтра начинаются игры. Посмотрим там трансу завтра, там, тут, здесь, тут, вон там. И этот... Манки что-то сегодня MVP не смог забрать. Сколько килов настрелял? 13. Блять. Его, блять, обогнал чел с 11 килами. В общем, ТДМ сегодня не играем. Завтра отдыхаем. И послезавтра играем. Всем пока. Всем привет, дорогие подписчики. В общем, третий день. Сегодня настроение хорошее, все хорошо, и все будет хорошо. Манки слушал трек Егор Крид «Девочка с картинки». Это девочка И тут- с картинки на волосах и резинки. Шоу-матч, будем играть режим с роботами. Лучшие команды будут падать на ивент, где жизнь сразу дается, вот на сам корабль, да. Остальные команды, типа, должны падать на вот эти вот мини-типа ивенты, где нет жизни. Не знаю, в чем смысл этого. По сути, команда, которая залутает робота, просто будет трахать всех. То есть, ну, смысл шоу-матча для меня не очень понятен. Особенно учитывая, что у других команд даже нет шанса, типа, залутать этого робота. Поэтому сейчас посмотрим вообще, что как это будет. Расскажу вам после матча. Выходной прошел отлично. Вчера покушали рамена такого. Прикольно, в принципе. Лучше, чем еда в отеле, потому что кушаем уже третью неделю одно и то же. Впервые в жизни похавал этот рамен. Был невкусный, на самом деле. Мне не понравился. Разобрали игры. Вчера еще посмотрели вчерашний день, как команды играли, какие зоны были, как бы мы сыграли в этих ситуациях. Ну вот, в целом, на этом и закончили. Ну и поиграли, конечно же, еще. Сегодня мы постараемся упасть с первой строчки. Вы которые на 9. Awesome. Will be awesome. А вот что делают тренера до? Ты просто приходишь, это хорошо, что я еще стул себе спиздил, потому что если бы не было стула, ты просто 2 часа стоишь АФК, слушаешь песни Сереги, рофлишь, ну и в принципе все. И потом там 10-минутное наставление перед играми, и все, и игры начинаются. Толик сегодня на вампирском вайбе. Сюда падает намет. Я не совсем понимаю, что это значит, но Толик весь день ходит и говорит: Вот, я смотри. вампир. Как прошел день мой выходной? Я проснулся попозже. Потом я спокойненько встал, пошел на обед. После обеда еще у нас разборчик был такой небольшой. Там обсудили, там, тут. Посмотрели чуть-чуть игры с Еме, где мы не играли. Еще немного поиграл в Arena Breakout. Заказали еду. Пока ждал еду, сделал там анжуманя, преска, чат. Ну так, типа мало. То есть там буквально 20 отжиманий и там Как же он принцип? на 5000 баксов спорим.
Ты делаю можешь номер. предоставить доказательства. Зачем мне тебе что-то доказывать? Но ты же предлагал спор Я же тебе, ну вот как часто я тебе вру? постоянно. Ты не прав. И смотри, как улыбается, да? Не, Вот ну это- я я не могу- знаю. Погоняли тестостерон с Булатом. Не буду врать. Закончили мы ничьей. 1-1 по партиям, 4-4 в гейме. Что могу сказать? Булат достойный соперник. Я ему много соплей вешаю всегда. Это мой фирменный стиль. Вешать сопли, что это такое? Это значит ударить в сетку, либо по краю стола, чтобы мяч изменил свою траекторию резко, упал на сторону противника, соответственно, и я заработал очко. Ощущение сегодня плюс 70 поинтов. 70 поинтов, и я даю 19 килов. Кицун 20 обещал. Let's go. Спокойно, все вы знаете. Да, проблемочки точно будут. Там тем временем выбивают Power Off. У Кетча минус Солос еще. Айвейдер Икс начинает фармить жестко киллы на Community Fire Flag. Здесь Салкайчик ищет Team Spirit. И никак не спастись. Наумичу, к сожалению, его заберут точно у Team Spirit в их Наоми. И Салкай идет его искать. И сейчас может подставить Салкай. По-моему, за лутом идет. Салкай не ожидает, что Наоми здесь. И Наоми реализует момент, забирая Салкая. И сам при этом может еще выжить, конечно. 4-й стейдж. Самый прикол и парадокс в том, что даже если бы мы стояли нагло, да, то есть единственные поинты, которые мы бы забрали, мы бы закрыли горку, если нам не перевезли тачек, мы умираем. Потому что на второй на второй прок в буткемпе 4 команды сидело. То есть просто там NRX, S2G, VP, Falcon приехали. И нет машин, но я бы сказал бы в нецензурной форме, что вот, пора бы более адекватно ставить гаражи на карте, потому что, ты не можешь лутать одну из лучших позиций и не иметь просто банально машин на 3 дорогах. То есть это вот, самый главный парадокс. А мы-то позицию заняли хорошую, зона ушла. Но будь у нас хотя бы одно транспортное средство, игра уже кардинально меняется. Потому что на ноге, ты уже ничего не можешь сделать при таком проке. Поэтому, просто произошел анлак, бывает. Не фокусируемся, работаем дальше. Там тем временем, ладно, сори, здесь замес пошел по полным ходам. Team Spirit вырубает Twisted Minds одного за другим. Дами падает, и это разгром. Twisted Minds, Кицуни, правда, потеряли. Остается еще один игрок. Twisted Minds чуть поодаль. Неплохо, если бы SCB погнали вперед повыров. Но умеет так здесь. Расчехлился и почти нокнул Аль-Хаджи. Зацепил Канте. Майнс топ-16. Очень на этой неделе пока слабо идут. Ноуми попадает Фахидана с гранаты. Стрелял вообще в других игроков. А здесь залетел и сразу точно. Поддушивает. Дальше, кстати, стилит Фахидана у Спирита. В итоге, Канта ловит Ноуми. Сейчас опять стреляют всех игроков Power Team Spirit из-под носа. Пауэров, да, видишь, эта неделя не такая яркая с их стороны получилась, как на прошлой. Номича нокают в итоге. Сейчас херойки еще подгрызать будут Team Спиритов. Да, чатик, у нас сегодня интенсивные такие каточки. Прям бодро идут. И Санук был очень яркий, и здесь Эранги. Я хотел, чтобы мы вообще просто улучшились в однушке такие справа, понял? Просто в Для меня это дефолтно закатывать, да. Просто мне кажется, что вот в моменте, ладно, окей, мы потеряли Серегу, прокает круг, и мы, не совсем понимаем, мы хотим улучшаться, либо мы хотим стоять и закрывать край. Сейчас курочку съем. Чикен динер 100% будет. Чекайте. Глават сегодня тоже против форс панчер, против эффекта и... Алил здесь бы здоров панчер. Феномен можно подцепить. Доел. Спирит тоже не яркий игровой день пока что. Пока в поиске своей игры. Ага, вот это хорошо. Вот это Серега нормальненько закинул. Еще одна пошла на добив. В эту нычку с этого угла, по-моему, гранату не положить. Или можно? Попытка. Вот попытка в нычку. Да, попадает Кицуне. Ой-ой-ой, какая блестящая точность. Да, как раз граната хорошая нам залетела. По гейту еще попадание, но не добивает. Потенциально будет душка от Team Spirit. Попытка запушить
и заштурмовать позицию в команды Falcons. Здесь уже в упоре находится Нович, начинает стрелять, там граната, Номи нокает, Дамар, как он сыграл. Конечно, провал получился на этой позиции. Фальконы отбиваются от атаки Team Spirit. Тут все эту точку видят, и Фальконы, там анимейкеры сюда могут тоже насовывать, поэтому... Небольшой отрезок нужно проходить, видишь, смачки есть, кстати, но, наверное, не хотят все тратить на эту башню. Может быть, Team Spirit. Сложно. Ой, цепляет Наоми как удачно здесь. Нестабильности попали. Здесь сегодня Team Spirit тоже, можно сказать. Пока сложно достигают все набранные очки. Там ног по Кицуне прилетел, и, похоже, все закончилось для Team Spirit в рамках карты. Бишки там тоже подстрелил последнего игрока, там Наомич был. Импульсивно, вот слишком импульсивно. Вот эффект, мне кажется, мог не стопаться в моменте, чтобы один в один файт не Ты принимать. 100% хуёво сделал, еще говоришь, что я что-то виноват. Вы по карте делаете все нормально. Просто все упирается в то, что мы допускаем брак. То, что вы забрали вулкан, то, что вы забрали это все с плитом, с этим, с лесным, это охуенно было. Это достаточно сильный край. Просто по факту вы могли... Типа там так сложилось, что в моменте, мне кажется, вы могли даже вообще забить. Просто стоять, продолжать 2-2. Потому что там в моменте прикатили БФ и завязался файт. Можно было выйти, зафармить, оставить 2 позиции. Да. Короче, я говорю, все передвижения, то, что вы под файт едете, это все вы делаете правильно. Просто нужно делать это чище. 9 очков за 3 игры. Это четко. Это четко, потому что это делится. 9 на 3 это 3 очка в игру. Но мы не унываем. Если что, был перезапуск, я не знаю, на тебе показали или нет, но был перезапуск после того, как мы 4 килла дали, прям как Moneymakers. Там просто эффект ехал на тачке, перед нами ехала тачка с 4 твистами, и эффект просто одним зажимом 3 убил, а потом с пистолета доебашил водителя. Дали рестарт, но мы так посмеялись, тильта нет, вот, поэтому еще будет катка на 25 поинтов. Бэм! Ну, наконец-то, да, и на их улице праздник, залетело как надо. Очень редко такое случается. Мы увидим, наверное, и в этой карте. Хамси добивочка уходит домой. Рифовать. Наомича сильно довольно пробила. Возможно, здесь Наомич подъесть. Там еще... Ой, третий Лиза включает сюда Рагнар. Да ладно, Team Falcons грызет Наоми. Наоми забирают в эту ситуацию. Не туда все залетает. Он прям в упоре сидит. Ой-ой, в смачках, но внимательный Булат. Все контролировал, все проверил. Ой, граната на них прям идет сейчас. Ай, коцает Кицуне, но выживает он все еще. Moneymakers удар по раненым наносит. Прям сейчас Team Spirit уже минус. Но, кстати, Молик выпилил эффектный Кицуне за секунду до атаки Moneymakers. Там в моменте я не понял, как мы получили 2 нока, даже не в домах, а просто у дерева как-то. По дереву. Мы заехали в типов, и там со всех сторон начались челы встали прямо над нами. Мне кажется, Сейчас Толик, меня ты, зовут, по-моему, лишнее движение сделал, когда вот по тебе начали стрелять, ты, наоборот, подходишь под дверь, то есть открываешься еще под большее количество кемпов, потом начинаешь отходить, тебя ногу добьет. Я там не знал, куда идти. Я думал, уже единственный вариант зайти его самому в соло запушить. И все. А с этими вот в кемпе, когда вы заехали, вы в однушке, да, понокались? Ну, смотри, какая ситуация. Я в дырявом однушке. Я потратил себе 5 хае, а парни, блядь, даже и не резнулись еще. Да. Меня уже 2 хае, прям сразу, моментально 2 хае. Я понимаю, что если я остаюсь, я просто умираю. Я раскидываю смоки от задней стороны, но меня все равно... Я вышел на улицу, меня все равно въебали. Конечно, команде двоечка остается Kiss и Silas. Spirit уже активный, но он минусует. Ага, только киллфи долетел. Тут очень активный этап игры. У нас эффекта мы потеряли. Обалдеть, но он минусует Локси. Серега не должен, конечно, отпустить. Столбасет еще будет, да, будет. Кис не уехал в рельеф, уехал по прямой. Неужели отпустит его Серега здесь? Отпустил Серега. Другие задачи нужно выполнять. Привет, северо-запад. Горит у нас Наоми. Пэтик заберет с собой. Еще и Оникс тоже очень близко. Спирит, конечно, непростую карту придется сыграть, но такое не контрится. Удачный день. Не сказать, что, скажем так, мы имеем домашние зоны, но сейчас на Мирамаре был такой для нас максимально сложный круг. При условии, что мы команда, которая не особо любит куда-то лететь в центр. Вот, поэтому чуть перемудрили с ротацией, но, опять же, сегодня весь день такой под один вайб такой, то есть очень много индивидуального брака, проблемы с ротациями, с принятиями решений, но
Я считаю, что это, наверное, скорее просто стечение обстоятельств. Ну, такой день должен происходить на лиге, поэтому, ну, придавать ему большое значение не будем. Мы, конечно, все проанализируем, разберем. Разберем наши ротации! Ну, поехали, парни. Что? Я тебе сейчас покажу, тебе инфаркт хватит. Я представляю, что там было команд 6. Но вы заехали туда, где вот... Ну, либо вы фармите 40 киллов, ну, либо мы заканчиваемся. Бля, ну там было близко к тому, чтобы файт очень быстро закончится. А это не помогло бы, потому что Ониксы перед вами, 3D Макса сверху и слева нами подкат. Только Ты так говоришь, зона направо не идет. А тебя не смущает нахуй, то, что слева от Элизахара огромнейшая гора, на которой, блядь, всегда зона кончается. Знаешь, сколько зон? А вот я играл по МГЦовых, которые заканчивались, знаешь где? Справа от крузика. Вот справа прямо от круза. На горе, вот где церквушка такая маленькая, небольшая, а маленькая церквушка, я граунды. проверил свою базу, но там примерно 1-2 за прошлый год. Да, блядь. А сколько нахуй, блядь, в Элизахаре? Больше. Возле Элизахара там дохуя был. Пацаны, не расстраивайтесь, типа, подбодрите, там эффекты, если он тильтует. Почему он не Есть типа эффект, там он раньше ушел, что там с эффектом, он еще как живой. Эффект не тильтует. Эффект все, не тильтует, сейчас все получится. Какое интересное мнение у него будет, потому что я вот не спрашиваю, реально ли это влияет как на игроков, или это все-таки случайно. Очень часто у нас перед всем временем страдают очень сильно друзья и заруба за брутфорс. Нередко радует нас команды таким противостоянием. Смотрите, захватит, дает эффекта. Ну, лютейшим образом Team Spirit закусились. К сожалению, два игрока Team Spirit выживают. Brute Force подфармили кильцов все на старте. При этом никого не потеряли. Один игрок у них в ноке. Сейчас будет резнут спокойно фуллстаком. Brute Force продолжит игру на карте. Ну, напрягли. Team Spirit неудачный день. Нужно зафиксировать. Как бы не выдавливали, наверное, ну, я в своей голове какие-то всевозможные моменты в плюс. Но все равно это была не их игра, не их день. Тяжело говорить, когда у вас стоит над душой и что-то явно хочется. Ты вот как училка, а я не сделал домашку. Ну что, подписчики, сегодня побили антирекорд наш по поинтам. День был очень неприятный, зоны были сложные у нас. Закончился наш сегодняшний игровой день. Набрали сколько-то, даже 20, по-моему, нет, там 15 поинтов где-то за день. Unlucky день, то есть зоны сложные были, как-то вообще просто день не наш. Ничего не получалось у нас практически. Вот. Ну, что поделать, как бы такой день бывает, запомнили, разберем его 100%, сделаем правильные выводы и на следующие дни вернемся сильнее. Понимаем то, что расстраиваться не стоит, ничего страшного не произошло, и дальше будет лучше. По поводу каких-то занятий внеигровых, там, сходить в зал, сходить в кино и так далее, кто чем занимается, пробежка, там, бокс, карате. В общем, времени, по сути, в игровые дни практически нет, то есть выезд у тебя от 13 до 15, там в каждый день менялось время, и то есть ты с этого времени с 13-15 до 23 находишься в арене, и ты приезжаешь вымотанным полностью, у тебя просто нет никаких сил делать что-то еще, кроме игры. Ты либо сразу ложишься спать, либо там что-то, ну, чилишь, в общем. Можно чем-то заняться только в выходные дни, в дни, когда ты пропускаешь игры, и выходные дни между неделями. И то есть мы там с командой, кто-то в зал ходил, кто-то гулял, кто-то чем-то занимался, и вот так вот проводил свой досуг, так скажем. Мне кажется, мы слишком рано приезжаем в арену, потом сидим АФК, тест-матчи, покушали, опять сидим АФК. Как-то, я думаю, можно еще на часик сдвинуть, чтобы было как-то прям впритык. Но я думаю, они знают свое дело, и поэтому специально перестраховываются и чуть больше времени берут для своих там настраивания, там, аппаратуры и так далее. Но для игроков это сказывается в худшую сторону, я считаю. С другими командами мы общаемся, в принципе, хорошо. Нет таких прям, чтобы мы плохо общались.
Мы даже собирались, играли в футбол в прошлом влоге. Лучше всех, наверное, это с БФами мы общаемся. Вот. Постоянно прохожу мимо, кричат: «Эффект, ты лучший». Лучшая поддержка от них. Ну и также там, кто еще есть? ММы всякие. С ними тоже, в принципе, неплохо общаемся. Сегодня третий игровой день. Играть будем сегодня агрессивно. Сегодня будет лучшая игра 100% у нас. Поэтому вы все увидите. Кицун выбил новый костюм, тестим его. За, блядь, 40 тысяч рублей. Ля, где его прицел? Справа сверху, братан. Common knowledge типа, для пабгера. Приехал на турик, пек. Мы на тот момент уже играли составом я, Матик, Тигзи и Меку, но им нельзя было выехать, потому что только 117 лет был турнир. Мы взяли Олдбоя и Лайтнингом, поехали на турнир. Ожидания были довольно высокие, мы думали, что мы выиграем, но я дал за турнир 0 киллов. При том, что вот там всегда происходили ситуации, когда должен сделать килл, у меня его либо подсосут, либо там еще что-то. И вот просто у меня турнир был 0 килл. У нас было всего 8 игр, поэтому в целом не так много. Вот. Но по итогу мы заняли 6 место. И, кстати, 6 место тогда получало $75 тысяч, если я не ошибаюсь. Что в целом довольно много для 6 места. Снесли первый, да, киллы для Spirit. Еще не добрались до команд, там. Соответственно, без эффект. Хитана пощекотал немножечко. Сад. 1-4 с депчиком. С депчиком шансы есть всегда. Еще граната у него там на всякий случай. Да? Надеяться на то, что его не заметят, но это сложно. Тут одно здание, Сад вообще ничего не понял. Торчала, походу, у него пятка. Пока что Спирит наступают активно. Очень. Там удивились, мне кажется, 3D Max. Посмотрели в дверь, а там на них уже склад бежит. Team Spirit, и на уме опции есть сейчас как раз по 90 нам продемонстрировать. Минус Нарвалу. Большинство есть, эффекты пока что не понимают. Тут Наоми контролит бэки. И вероятнее всего закроет и тех, и других. Наоми уже работает по передочку. Сновик. С каких гранат она никого не убила. Слушай, судя по всему, это Тоник. Не отдаем. Опасно здесь для Наоми Сновик. Но вот эти ДПС у 3D Max, они меня так пугают и, да, вселяют какую-то уверенность на самом деле команду французов, но посмотрим, как здесь разыграют. Да, как разыграют, чрезвычайно интересно. Пошел прострел от Наоми Чей. Ну, Эффект. эффект красавый. Молодцы, парни, хорошо. Сколько у нас кило? 8. Пойдет. Только если Некстру нам обгонять надо было. Вот вы когда покрутили вниз, там вот эти все кемпы, там остались только NRX, которые с плитом 2-2 стояли. Потому что хероики S2G быстро забрали этот мок. Нигма направо наверх, Бешикташи направо наверх, футы туда же, и херойки под штабом. Я в моменте только распереживался, когда увидел, что у нас кто-то в воде. Я такой думаю, блядь. Если быть объективным, Брусты пробивает Штарман, может, Наоми на подхвате. Так вот машина, что-то у него там проблемы какие-то. Тут машина тут валяется на спине. Здорово, брат, ты думал, тебя не увидят? Ага, внимательный Наоми видит все, Булата уже +2 делают Team Spirit. И максимально закрыли. Постарались закрыть слабые. Team Spirit бьются с коллективом Heroic. Хасан в ноке находится. И Team Spirit идут к очередному выигранному файту для себя. Волтер в ноке уже 2 игрока команды Heroic упала. И тут очень неплохо забайтили. По Кицуне был удар. Вырубить бы его хорошо для Team Spirit. Ну а Тигзи сам с Дебаса идет вперед. Там, конечно, Меха уже потерял серьезный уже Гладиаторс. И Тигзи не удается перестрелять Наомича. Еще один фраг в итоге в пользу Team Spirit. Уже 9 киллов они суммарно имеют очень много. Да, и тут Ко пока ловит ног. Потому что не было еще плейсмента до сих пор. Вот только сейчас. 9 место для Павара. И уж такие есть. И Хавик 1-1 против Кицуне. Разыгрывает его. Меняет оружие и готовит -2 для Moneymakers. 11 поинтов набрали, сыграли в целом хорошо, отконтролили край, быстро переехали на Сосновку, сделали все безошибочно, но в лейте потеряли эффекта в файте с гладиаторами. Ну, там такой неприятный момент, там я не совсем понял, как эффекта нокнули, может, там Эйзи Айзу с моста его как-то нокнул, ну, мы апстрим сидим, смотрим, там не видно. И потом был очень обидный нок от Толика, который, по сути, и предрешил нашу судьбу на этой карте, поэтому, ну, ничего страшного, ошибки случаются, будем фиксить их к финалу. Катка в целом хорошая, активная, в лейте, конечно, да, то, что вот обидно. Обидно, вот в такие игры обидно поинты не добирать. Это пиздец как обидно. Ладно, ну вы тоже сильно прешер сбавьте. Типа еще 4 игры, мы свое, вы знаете, наберем. Типа, не проблема. Молодцы, я доволен. 2 топ-1 это да, но
папка такая игра, так случается. Потому что слишком много факторов происходит. В один какой-то конкретный момент. Один ног может, типа, все немножко подпортить. Давай, Толик. Все, в лейте чуть-чуть больше. Хорошо. Да, расслабиться. Я просто всех Местечки кота вчера, помню, что же. Как они неплохо действовали. Аль-Хаджи. Активная игра, хороший хайп Наоми. Подъезжает здесь уже Аль-Хаджи. Колдекс еще в поддержку дал тычку в Серегу, в голову. Ну и вот выбивает Team Spirit очень как-то легко с их топовых позиций. И Ноуми. Ноуми, Булатик. Булатик имеет неплохие опции, конечно, в клоузе развалить кабины. Граната пошла под ноги. Интересная по задумке, но достать пушку не успел. Аккуратненько, да? Пойдем. Что это у меня? Ты это видишь? Это творог? Нет, Там что? Булка сама. Зеленый банан. мягкая. Булка мягкая. Сегодня 1 июня. Лига чемпионов. Потом в обед говорит. Сегодня Лига чемпионов. И вчера ночью еще говорит. Завтра 1 июня. Толик сегодня у нас на околофутбольных движениях двигается. О, блин, такой... Блядь, как будто... Да что... Ну, да. Блядь! Не всегда это все получается. Здесь Нигма Galaxy, Купс и Лорд остаются вдвоем выжившими. Team Spirit настигают Кемпаунд. Чуют, чем пахнет Нигма Galaxy. Правда, Кицуню нокнули. Кстати говоря, ты смотри. Кицуню забрал пишки. Полегче. Манимейкерс продолжают душить команды. Сербское дуо Ко и Бишки все еще в матче. И Лорда здесь прошибили сильно этими гранатами. Тоже все понимают прекрасно. Team Spirit. Заход. Грел гранату очень долго. Не получилось в итоге высадить Купса. Купс пол хп остается. Тут по окнам еще стреляют со стороны. Как раз Манимейкерс накидывают сверху. И здесь, к сожалению, для команды Nigma Galaxy перспектив каких не остается. Очень хотят они подъесть кильцы на Team Spirit. Тут Ноуми все-таки с Дебоса прикончил Лорда. И Nigma Galaxy отправится на 10-ю строчку. Все про них забыли. Сейчас поймали зону. И вот только я в этой карте говорил, что футов мы не видим, не хайпим, ничего не получается пока. Если только какое-то чудо сейчас поможет коллективу. Очень сложно. Очень сложно. Да им, по сути, не нужна эта победа, говоря сейчас. У них там все нормалек, второе место будет удовольствоваться. Они вообще в этой карте могли не дожить до этого этапа, если бы Брутфорс было интересно с ними поиграть. Брутфорс уехали на паузе. Наконец, кстати, Ноуми задействовал, но тут уже приехала проблемка. Его так раздербанили в игровой. Кто там? Серега шок. Или что там произошло? Манки. Ебать. В манке убил пацана, блядь. Ебать, Кицун сгорел, нахуй. Просто нахуй молик кинул. Там было так, что я зашел, и взорвался молик прямо передо мной. И Ну, он не то, что разлетелся. Кицуна сжег, а то, что катку выиграли. Мы пока, блядь, заехали в эту часть, уже 2 Нигмы стянули стекло. Да, там была такая ситуация, что они прям вот стояли, типа, хотели файтиться, хаешки друг друга раскидывали, поняли, что подъехала третья сторона, и просто в этот момент оттянулись. Я хотел, чтобы Кицун меня наказал. Если честно. Там еще нихуя не сделать. Там молик, я нокнулся, молик еще горит, и меня еще тык-тык-тык-тык-тык. И у Сереги, знаешь, градус просто в меня. Я просто как Чем чайник. больше блядь. горит молик, тем больше Кицуна поджигается. Надо набирать, темп хороший. Вау. У меня просто рука к концу турнира. Я вот так вот буду. Наомич, гранат прилетает по Наоми. Какой четкий бросок со стороны Колдекса. По Наоми прилетает ситуация, хотя вот гранат кидает. Нокнул игрока DA. Вроде что-то получается, как-то огрызается Наомич, но, к сожалению, один здесь ауф в руках. Миник. И сейчас в close distance придут соперники. Вряд ли что-нибудь сможет сделать Наомич, но пока вроде медленно играют. Баги пытается сесть, уехать. Здесь, возможно, получится у Ноуми, но это будет нереально трудно. Скорее всего, Ноуми вылетит прямо сейчас с этой карты. Увы и ах. Team Spirit 10-е место. Нормальная игра. Просто проморгали дашника, и все. И чуть-чуть это очень сильно подруинило геймплей. Что? Ну, то, что эффекта дашник убил. Норм, где я стою. Эффект ебать далеко уехал. Вот я от эффекта еще где-то левее, еще норм позиция, которая видит фул эту хуйню. Последняя надежда. Нигмачей. Но у него что-то оружия вообще нет для замеса такого плана. И для ближнего боя. Скорее всего, его должны дожимать. Лорда минусует. Team Spirit вылетает в 6 месте. 4 команды остается. Подошел к концу наш третий игровой день. Сыграли его плюс-минус хорошо по поинтам.
Но были, конечно же, ошибки. Улыбается так, как будто Кицуна ожег сегодня. И нокнулся. И, конечно, мои были ошибки. Я сегодня жег Кицуна. У меня жопа. Нокнулся за камнем. Хотя вроде не должен был нокаться. Могли, конечно, сыграть лучше. Точно сосновку могли выиграть там. Или, да, топ-3 ситуации дожить. Все четко, чтобы было. Вырубай камеру. Сегодня 5-й день. В целом нам, ну, надо просто Какие у меня стики? выиграть лигу. Чтобы выиграть лигу, нужно набрать 21 коин. И надо, чтобы ММы не набрали плюс там 50, ну так округленно от нас, поэтому... Реально тут как будто просто рука-лапа. Подлокотник лапа. у него сос сломанный. Смотри на лайв. На подлокотник нормально, как будто кто-то погрыз. У меня ручки лап. Лапки, у него же лапки. Смотрю МЛББ, гранд-финал. Файт 5-4, забрали уже Марбона. Кит-бомба прыгает, взрывается. Никнейм. Написано Кицуна. Кицуна написано. А ниже Ланер. Это типа бам и замок. Замок. Я из тех, кто мало говорит, но много делает. Monster Energy запил и погнал. Тут вообще разрушает. Ноков 6, мне кажется, уже было от него. И здесь неаккуратно сыграли. Но это слишком, ребята, примитивно. Такое не работает. Такое не работает на сундучке. В таких шифтах уже все под контролем команд. Фурия и Milky Way неужели выживать будут? И в таком раскладе граната добивающая Team Spirit. Ну, Virtus Pro, но это слишком прямолинейно. Такой важный момент, и нередко, да, психологи активно работают с составами, где больше есть запасные игроки, которые могут выйти в случае чего. Здесь Деколдексы доедают, но Омич собирает этот фраг, уже 7 элимов на стороне Team Spirit. Толпу просто Номи набрежает, там еще и по 90 у него еймает одна из них TZ. Номи включается и хочет здесь развалить по 90 команду. И Гладиатор Сайзу падает по 90, вот так Матика заходит, и команда просто стирает в порошок. Доигрался. Разъебал. Так, Моё Булат, уважение. просто, я не знаю, Что Павликчина делал? это катка была. Он на меня увидел в воде и подставился. Ключевое решение, конечно, было, что вы, ну, не засали на яйцах 2-2 стоять. Там очень повезло, чтобы FQ не сделали. Но они над вами стояли, да, вот эти вот, и потом просто... Я думал, Мирада меня крашнет вообще, но по итогу получилось А ладно. мы им очень много дамага дали. Я Они очки охотно. У нас опять, да, хорошая зонка и 0 машин, правильно? Да. Мираду мы под Мирада конец в конце расслабили. мы- Мы нашли, блядь, если что, Мираду в 7 зоне. Не, она была... Она еще что была? Она всю игру типа Вы ее стояла. сказали, не было. Да. Короче, А я знаешь, в чем не прикол? Там ее тяжело было видеть. Я, кстати, думаю, что за хуйня. Прицелился только тогда, понял, что эта тачка стоит. Как не вышел на камеру работает. На камеру? Firefluxy, смотрим за их репозиционкой. Team Spirit в непосредственной близости нас находится. Может быть столкновение с Firefluxами. Произойдет для них, а вот Ониксом эти очки прям нужны. 4 килла есть, но уже летят. ВП должны здесь, конечно, на Вите фармить сейчас. Ну да, к сожалению, у Нави сложная позиция, сложное положение. Оникс Рейвенс продолжает бить по Кицуне Номи, но тачка отлетает, граната по Наоми, стрельба идет, но Оникс Рейвенс, неужели Ониксы сейчас закроют Team Spirit Late? Что творят эти демонюги на Ониксах? Вот что значит хотят в финал, парни. Поддушиваю, там уже граната была. Опять вот геометрически такая непростая для Team Spirit, но чудом они выжили. Про новый рекорд ждут. Хотя Кицуне снова ворует необходимой команде ВП ПТС очки. Ай-яй-яй-яй-яй. Спро теряют игроков по фури, пошел стрельба от Наоми, но пока не достреливать не получается. Лейт под огнем сильно пробивает Наомича и нокает его Кицуни, единственная выжившую команда Team Spirit. Пока что Лейт подхиливается. Для себя время выиграли. Team Spirit. Кицуни уже не может поднять Наоми. Скорее всего, и сам Кицуни под огнем. Этот камень имбовый не поможет ему никак, потому что Оникс Рейвенс обходит его с фланга. Оникс, что за берсерки вообще в этой команде, друзья? 9 киллов есть у Оникс и шансы
на топ-1. Какой камбэк может потрясающий случиться? Но я бы тогда, как же я Кицуну бы тогда? Кицун, как ты нокнулся в пимпу? Я бы так навалил. Баги заруинили. Я поехал на скатываться, и меня усыпили. Но тебя с поля как дашники убили, да? И все стреляли. Я думаю, знаете, какой момент тоже был такой показательный? Если бы нас брутфорсы не крашнули, да? Потому что мы потеряли тайминги, потому что в этот момент у нас на починовском кемпе, да, и вот если бы не вот этот файт в топ-3, мы бы просто стояли горку, и мы бы просто зазонили у Эксаров, БФы бы уехали, вообще похуй куда, вниз, там направо. I think we are doing okay in terms of points, but for me, as a captain, it feels that we have still a lot of like, personal mistakes. We play really good in team gameplay wise, but still struggle in some like, individual situations. Рейвенс и Кицуне. Снова столкновение с Team Spirit, которое на этот раз может оказаться неудачным для Onyx Ravens. И реванш берут драконы, забирая Onyx. Со стороны то, что мы могли набрать больше, а мы набрали и так много, то я думаю, они сегодня еще могут удивить всех. Здесь важно, как примут результат просто карты. Но Олег пока принимает в почину от Ноуми. Теперь здесь руинит команду Onyx Ravens. Я просто думал в моменте, что вот Нави въебались в камень, и в этот момент как раз таки футболисты начинают играть. И я такой сейчас думаю, ну, футы понокают камень, потому что они, ну, типа, по идее, спиной должны быть к ним full open. И вот этих двух типов, которые с будок там катались, зазонят просто. А в итоге футболисты что-то, блядь, покатались, и даже с Нави не понравилось. Может, за оверал какие-то поинты дадут? 20. Было бы охуенно, я просто надеюсь, но иначе просто какой смысл делить, ну, типа, на 2? Ну, видишь, все это не было делить. Мы, типа, миссию выполнили. Если за оверолл таблицу нам дадут еще 20 бонус-поинтов, похуй, если их поделят, это охуенно будет. Кицун, а что ты на интервью, кстати, сказал? Сказал, цель у нас обогнать типа топ-1, типа, ну, потом он спросил, нравится ли вам, как вы играете, я сказал, типа, командно, да, типа, но есть ошибки, и, типа, надо их исправить, индивидуальные. А потом спросили, что бы сказал другим игрокам. И я сказал, что им в катках не надо нас бояться, потому что нам нужны поинты. Люто сердито. Наомич гранатку кидает по Сайлосу забрасывает хаешечки, в упоре находится игрок команды RCB. Десятая строчка для Team Spirit. Джафар забирает в итоге NGX, Купс. Прошедшая карта. Какая зона по счету вот именно одинаковая? Вот уже пятая игра, где зона вот одним образом складывается. И вот ничего нельзя сделать, потому что турки забирают супер фаст-таймингами лесопилку, и тебе приходится что-то придумывать. Снизу, блять, набив, справа в кемпы уже просто крашат по 10 команд, от края играть тяжело, в центре играть невозможно, позиции нет. Типа, я не знаю, надо только что-то крашить, как-то придумать, как это крашить, и все. Это, на мой взгляд, единственный вариант. Вот, поэтому посмотрим. Вот какая обстановка была. Ну что, это просто 2 кемпа в зоне, 2 заняты. Что делать? Ты еще не можешь по ним инфу собрать, то есть если ты крашишь, то главное крашить просто вслепую, в надежде на то, что... И еще эти кемпы, блядь, видит весь сервер. Скажи, Мишел. Я вот, знаете, правда, что думал? Что вы в моменте под прок заберете вот эту ложбинку, встанете перед кемпом, закроете... Вообще, Кемп ебет всю эту ложбину. там... Только что на наших глазах, блядь, выебали. Это другая ложбина. Не, там про другую, но я смотрел, Куда Манки хотел заехать, помнишь? они по катке зоны сложные, анлаки бывают. К финалу подготовим, как играть на такие зоны, и будем набирать на них поинты уже. Тоже был хороший поджим. Оценили обстановку, понимали, что там есть потери. И тогда уже только напали. Может быть, и выйдут еще. Да. В топ-1 было бы неплохим. Движением. Развернется на карте Team Spirit. 2 игрока на церкви. Здесь контролят неплохо очень локацию. При этом у них хороший обзор за счет того, что высота есть. Но Enigma Galaxy, ты посмотри, заходят ребята в гости к Team Spirit. Будет драк. Spirit в меньшинстве. Но клатч 2-4 никто не отменял, потому что они уже выигрывали на карту. Легкая для Ноуми. Плюс 200 дэмэджа для Булата. Наказал жестко. Но Серега упал, поэтому Булату сейчас будет как раз на MVP. Ой, хорош! И он продолжает тащить команду вперед. Понимаю, сейчас не мочи, что пахнет жареным. Тут Номич может раздать всей команде NGX.
Виден страх в глазах Нигма Galaxy. Ноуми идет. Ноуми идет. На стальных по бирже душить команду. Нигма Galaxy. 14 патронов всего в клипке у него остается. Пойдет поддушивать одного, нокает второго. Будет нет. Ноуми. Ну, против Дебаса. Сори, Ноумич. Сори, Булат против Дебаса. Нет приема. Была наша игра, мы сдохли, в итоге не наша игра. Там что-то орали прям очень... Клатч, что ли, был? Там чел 1 в 2 заклачил в Нигму в конце. Давайте, мужики, ластовый матч, пьянка, гулянка, диско и панки. Такая вот бумерская мудрость. Нет. Нет, а ты знаешь эту песню? Нет. Знаю. Не, я тебе уж пробовать. Давай, Что на ты? топ-1. Ой, хорошо. Толик жить. Надо Всё, пластырь. давайте. Сейчас будет топ-1, Все, ладно. 20 кило. Опять, блядь, у Машова какие-то проблемы с пятюней. Я не двигаю рукой вообще. красава. Я сказал, не двигаю. Но еще для Ноуми игра не закончилась. Мирамара, может быть, чуть покажет. А Китсу немного отправляется. Вот здесь Нико делает делишки против Дамара, но Рагнар еще подбивает. Здесь неплохо все идет у Нико, но, по-моему, не получил. Нет, дожал Дамара. Сейчас еще гранаты пойдут. Рагнар Гейт отступили. Очень мало шансов у него. Лейт минцует Луфу. Папагана продавил. Али ломает сам. Лорд Али. Ноуми обозвание, друзья, против... Ай, Лорд в итоге. Не Лорд, это Скарфейс был. Ноуми падает. Тим Спирит последнюю хаточку спустили на тормозах. Слышите? Тут дают $1000 тому, кто сделал больше всего киллов в первой зоне. За лиг стейдж. Мне кажется, это ты, блядь, будешь. На фланге зафармил 2 кило, просто на меня говорит, что я кого-то зафармил. На Ирангеле. Ебать, он магнитом был. Сегодня... А, просто... Магнитом был бы, если бы я еще ласкатки нафармил бы, взял. От недели впечатления смешаны, потому что мы поставили антирекорд, 14 поинтов набрали, и, для нас это было плохо. Наша планка минимальная — это 50 поинтов в день, и, очевидно, 14 поинтов — это не наш результат. При этом я не могу сказать, что день был абсолютно провальный с нашей стороны, но мы не играли идеально. При этом очень не везло с зонами, очень не везло с тем, как перемещались команды относительно нас. И там, где мы могли набирать хоть какие-то поинты, у нас просто ничего не получалось. Однако, после этого дня мы реабилитировались, набрали достаточное количество поинтов, закончили топ-4 недели. В целом результат окей, учитывая, что по бонус-поинтам мы в любом случае первые. Мы поняли, какие у нас есть ошибки. То, что в основном мы не добирали свои поинты на том, что не доживали четвером до конца игры. И из-за этого мы не дорабатывали наши, то есть топ-1 не брали там, или какие-то киллы не могли подфармить вместе четвером. Ощущения у меня такие, что мы очень все устали сильно. Устали от этой длинной лиги. Выходные, там, не выходные. Каждый день мы приезжали в одно и то же время на одну и ту же арену. Каждый день отыгрывали одни и те же матчи. То есть первую неделю, как новое, было очень хорошо, вторую тоже. А третью неделю, я думаю, уже все чуть подустали. И эмоционально, и морально, и физически тяжело было. К финалу, я считаю, надо отдохнуть очень хорошо и пройти наряд. На мой взгляд, мы просто очень много жадничали. То есть, где мы могли спокойно доиграть игру вчетвером, мы хотели забрать еще больше поинтов, шли фармить там поинты, теряли там одного игрока на этом, и уже закончить игру втроем было намного сложнее. То есть, условно, приведу в пример вчерашний, например, Эрангель, вчерашний Мирамар, где мы пошли фармить поинты, где-то оставили широкий сплит, чтобы залутать поинты. Однако нас за это наказывали, и мы вместо победы с большими поинтами набирали 10 поинтов, 6 поинтов, 5. Для нас это, конечно, плохо, но, надеюсь, на стадии лиги это не так страшно, однако на финале нужно будет с этим поработать и не допускать таких ошибок. Относительно целой лиги результат, на мой взгляд, хороший. Мы комфортно себя чувствовали в играх, параллельно учились играть какие-то сложные для нас зоны, которых не было до этого. Так, топ-3 прям не знаю, сами выберите и поставите. Так, первый момент — это самая первая катка на Сануке, где мы с Булатом остались вдвоем и забрали топ-1 против 50 челов. Второй момент — это тоже мы с Булатом остались опять-таки вдвоем возле шелтера, возле ангаров. 2 в 4 против Нигмы разыграли и выиграли топ-1. И третий момент — это наше капитанское дуо топ-1
2 против там тоже 40-50 челов. В принципе, все были яркими, хайлайтами эти моменты. Финал у нас будет основная цель. Это жить четвером до конца игры, выигрывать матчи, набирать как можно больше поинтов каждый день. Я думаю, в финале будут первый день все бояться играть, будут зажиматься. Я думаю, ближе ко второму-третьему дню команды начнут уже понимать, кто как играет, лучше себя чувствовать. Вот. Я думаю, плейстайл никто не поменяет. Максимум могут измениться споты команд, потому что некоторые вылетели. Моя ставка, что в финале будут абсолютно другие зоны, вообще которых, скорее всего, не было на лиге. Ну, почему-то всегда так бывает. Я думаю, это делают для того, чтобы что-то новое видели зрителям. Кстати, регламент бонусных поинтов не был утвержден до вчерашнего дня, вчерашнего вечера. Таким образом, мы даже не знали, сколько у нас будет бонус-поинтов, какой у нас будет старт, там, будет ли вообще какое-то преимущество или нет. В итоге преимущества как такового и нет вовсе. Условно, у нас там 28 поинтов, зона прохода — это топ-5, у 6-го места 20 поинтов. То есть ты можешь выиграть лигу с огромным отрывом, но иметь всего 8 поинтов преимущества в гранд-финале. Мне кажется, что это, очень мало и не дает тебе никакого фактически преимущества. Думаю, что систему нужно переработать. Я считаю, что любая команда, которая прошла, может хорошо сыграть. Она могла очень плохо играть лигу, но в финале может лакнуть очень сильно, либо они могут поймать какую-то волну, какую-то мотивацию, и эти 3 дня просто в короткую дистанцию хорошо сыграть. Я думаю, мы сыграем хорошо, дай бог. Про остальных, я думаю, сыграют хорошо Next Truya и БФы. Удивили, в приятном смысле, NRX. То есть это команда, которая, на мой взгляд, я не могу сказать, что они супер жесткие индивидуально, но при этом они очень хороши тимплейно. И они набирали очень много поинтов, фактически шли с нами нога в ногу. Учитывая, что у них было очень много плохих дней, у них также были очень много хороших дней. И это меня удивляло. По поводу вообще лиги. Удивили Фальконы, то, что не прошли. Я считал их, наверное, такой командой топ-6, топ-5. В итоге парни вообще даже не прошли. Я ожидал от Фальконов большего, потому что они там забирали свои там региональные турниры, там всякие национальные тоже. Но что-то у них не пошло, видимо. Вот, вылетели с турнира. Также про Нави. Думал, Нави хотя бы там топ-10 могут. Но, видимо, тоже у них не получилось. Ожидал тоже больше от них. В финале, я думаю, игра определенно поменяется. Как минимум, команды будут больше переживать за очки. То есть первый день, я уверен, будет такая ситуация практически на каждой карте, что любое место, где могут жить игроки, будет находиться по 4 человека. То есть никто не будет разъединяться, все будут играть максимально сжато. Я думаю, что есть команды с опытом, несколько, да, я думаю, таких команд 3, не буду называть их, которые знают эту особенность, да, и будут позволять себе очень играть нагло. Но остальные 13, получается, будут зажиматься, из-за этого будет играть очень сложно тем, кто играет от края и делает упор на киллы. То есть в финале нужно искать вот этот баланс игры от позиции и от края. Соберемся, разберем ошибки, все сделаем, максимально подготовимся. Приходите на трансляции и болейте за Team Spirit. Всем пока.